Мама, открой дверь! Открой! Что случилось, моя дорогая? Я не могу найти его. Он спал в комнате. А где была ты? Я была вместе с ним, а когда я уснула, он снял свою гирлянду и... Что ты говоришь? Сегодня Макра Санкранти. Санньяса-лила Махапрабху. Пометование о Санньяса-лиле Махапрабху. Мы собираемся поговорить об этом. Но вы сказали, что у вас есть что-то значимое. Почему мы видим Махапрабху? Санньяса веши — это душераздирающий для нас, это как видеть Кришну в санньяса веши. И почему быть последователями учения Махапрабху, которое было им дано главным образом после принятия санньясы. И мы по-прежнему поклоняемся божествам Нимай Пандита. И если взять тот день, когда он принял санньясу в качестве одного из самых грустных дней, я думаю, в процессе обсуждения мы перейдем к этому. Но этот момент, можно сказать, со смешанным эмоцией. Потому что решение Махапрабху принять санньясу для спасения падших душ, и тогда мы можем сказать, что это должно быть причиной для праздника. Но когда мы рассматриваем любовь этих преданных, и как они счастливы в этих играх, и что Махапрабху оставляет эти игры, вот тогда к нам приходит горе. Но тогда будем рассматривать игры Махапрабху в целом. Мы говорим, что 48 лет от его явления до его ухода из мира. И он принимает санньясу в возрасте 24 года. Сегодня Макра Санкранти. Что такое Макра? Макара — это мифическое существо. И Бхагават рассматривает его как что-то среднее между дельфином и аллигатором, у которого есть самая длинная морда — это крокодил или аллигатор с длинной мордой. Так или иначе, это мифическое, красивое на вид существо. Но в любом случае, в это время года, когда Солнце идет по северному пути, это означает, это как новое начинание. Это конец одного периода и начало другого. И это просто способ выражения некоторого сравнения. 24 года закончился один период, и сейчас он принимает санньясу. И последние 24 гоа, которые называются Шеша-лила, или финальные игры, делятся на два раздела. Мадья-лила — это первые 6 лет, а затем Антья-лила — последние 18 лет. Но эти первые 24 очень значительные и сладкие, и они основной предмет изучения Чайтаньи Бхагавата. Как Гуру Махараджи однажды ее сравнил.
Чайтанья Бхагават — это раса без антологии. Почему Чайтанья Бхагавата горсточка санскритских стихов? Нас удивляет, и ретроспективно мы смотрим, горсть санскрита родила все остальное. Это раса без антологии. Чайтанья Чаритамрита — это раса с антологией. Это тысячи санскритских стихов. И она очень великая, сложная и комплексная по своей природе. И так много вещей там выражается. На санскрите Кавираджа Госвами имел дело с людьми, которые могли бы пожаловаться и сказать, почему эта книга так полна санскрита. И он, прежде всего, это интересно, он имеет дело с этими людьми. И он им говорит, прежде всего, что не так уж и много санскрита. Это может быть много для некоторых. Но он говорит, что есть великие книги, например, Бхагаватам, полностью на санскрите. Комментарии к ней тоже на санскрите. И это путь, чтобы выразить эти вещи. Как что-нибудь для большей части аудитории я записал на бенгальском. Так, чтобы это было легко доступно для всех. Мы даже говорим, что бенгальский язык для нас не родной, но это было переведено и так далее. Но эти стихи, их не так-то легко перевести. Pranaya Vikritir Hladini Shaktarasmad. Radha Krishna Pranaya Vikritir Hladini Shaktarasmad. Ekatmana Bhavipuvi Puradha Bhyadam Gatautam. Чайтанья Кьям Пракатам Атунам Тадваям Чакьямаптам. Радха Павадьюти Суваритам Науми Кришна Сварупам. Чайтанья Чайтамрита. Отделил 1.5. Любовные отношения Шри Радхи и Шри Кришны абсолютно духовны и представляют собой проявление внутренней энергии Господа, энергии наслаждения. Хотя Радха и Кришна по своей сути одно целое. Они предстали в двух образах. Теперь эти божественные личности воссоединились в образе Шри Кришны Чайтаньи. Я склоняюсь перед ним, ибо он сам Кришна, который проникся настроением Шримати Радхарани и обрел ее цвет ее тела. Как Радха и Кришна, они изначально едины. Потом они разделяются. Затем они снова становятся едины. Сварупа Дамодара говорит, что Гаура-лила первична. Сначала они были едины, а затем они становятся двумя. Как Радха и Кришна, затем это снова повторяется. Или Гаура-лила — это обратная лила. Как есть весна, лето, зима, осень. Этот цикл происходит так, или это происходит параллельно. Как Вишванатха Чакраварти Такур подсказывает, он еще говорит о том, что эти игры единения и разлуки происходят параллельно. Гурудев однажды сказал в словах, который, как мы можем сказать, в целом означает что-то вроде трансформации. Думая об этих словах на протяжении 40 лет. Такова божественная благодать Шрилы Бхакти Сундар-Говинда Дев Госвами Махарадж. Я имею в виду, что думать об этом слове 40 лет, это и так, это Чайтанья Чаритамрита. Но Чайтанья Бхагавата — раса без антологии. Она не тяжелая, антологически. И здесь ранние игры Махапрабху. Нимай Пандит, Нимай Пандит, он ученый. И мы даже можем сказать, что время от времени он играет роль заносчивого ученого. Настолько, что Гададхар Пандит иногда его избегает. Но как сладостно это. Гададхар Пандит — это Радхарани. И Кришна здесь как Нимай Пандит. И она пытается избегать его на улице. Почему? Почему? Потому что он говорит, Гададхар Пандит, подойди сюда, я хочу поговорить с тобой. И тогда он начинает что-то вроде философской дискуссии. И задает вопрос. Гададхар отвечает. И Нимай Пандит его побеждает. Что расстраивает Гададхара Пандита?
Тогда Нимай Пандит уже по-другому рассматривает это утверждение, которое он доказал, и еще доказывает противоположное утверждение. И Гададхар Пандит совершенно разочарован. Но это похоже на то, как он дразнит свою любимую возлюбленную. И это на самом деле дает некоторую радость Гададхару Пандиту. Но такие вещи есть, присутствуют здесь. И Гададхар Пандит говорит, Нимай Пандит настолько совершенен во всех отношениях. И он такой сладостный, и так экстраординарно красив, но он имеет один недостаток. Он не преданный Кришне. Если вы поймете это, я имею в виду, что если вы поймете юмор этой ситуации, здесь Радхарани — это Гададхар Пандит. Почему Кришна не зашел как Махапрабху испытать Бхакти-бхаву, кульминацию в Радха-бхаве. Так что здесь Гададхар Пандит говорит, ты играешь таким образом, как заносчивый ученый, и у тебя есть эти другие игры. Но когда ты начнешь показывать свою окраску преданности и твое настроение преданности, эти преданные жаждут этого. И говорят, насколько это сладостно. Все они самые близкие преданные Кришне. И они в беспокойном ожидании. Когда Кришна начнет переживать преданность, они не могут дождаться. Итак, беспокойно или нетерпеливо в предвкушении этого. Но он, Нимай Пандит, также покажет, как вы можете получить преданность. Если он просто придет и сразу будет иметь преданность, что это не было бы, то это не было бы хорошим примером для других. Потому что тогда они будут думать, что я могу так же. Я родился таким же образом. I don't know why I do that. I just offended 1.3 billion people. Я не знаю, почему я это делаю. Я только что оскорбил 1,3 миллиарда человек. And I'm sure a few others will be added by the end of И я уверен, что несколько других людей присоединятся к концу разговора. That's what I'm saying. Но что я хочу сказать, что он демонстрирует, что вы можете обрести преданность через общество преданных. И даже в его случае. Так что он должен показать в течение некоторого времени, что он не преданный. В это время они молятся, когда же он станет преданным. И потом мы слышим, что он отправляется в Гаю и якобы проводит церемонию по ушедшему отцу. Но когда он возвращается, он переполнен гопи-бхавой. Некоторые люди думают, что он потерял рассудок. Они видят, как он поет хвалу гопи. Так что мы видим, что он сразу идет на самый верх. Гопи-бхави. Он возвращается не с каким-то небольшим количеством, а с полноценной гопи-бхавой. Настолько, что он выступает против Кришны. Настолько тяжелое преображение. Кто вас преобразил в того, кто выступает как оппозиция Кришне? Ответ: Кришна, ты порицающий Кришну. Кришна, но не в обычном смысле. Как кто-то может подумать, что он говорит, что он в маане, что означает тип любящего гнева, выраженного Радхарани и Браджа-гопи по отношению к Кришне, который является симптомом того, насколько они безумно влюблены в Кришну и хотят слушать только о Кришне, говорить только о Кришне, и не могут жить без Кришны. Настолько, что даже малейшая вещь, реальная или мнимая обида может вывести их из себя. И они выражают злость. Так, он говорит: ох уж этот Кришна! Он повторяет имена гопи.
Он прославляет гопи. И некоторые из студентов, они возражают против его пения. Почему ты повторяешь гопи, гопи, гопи? Вы могли бы повторять имя Кришны. Это было бы хорошо. А Нимай Пандит отвечал: Кришна, он презренный человек. Они ему возражают: ты не можешь так говорить. Он говорит: я просто это сделал. Гопи не так велики. Но этот Кришна, он причиняет им столько страданий и боли. И в один момент мы слышали, что он преследует одного из студентов. Он собирается его наказать. Так что я думаю, Нимай Пандит бежит за кем-то, и получается, что Брахман наказал этого человека за предложение, чтобы Нимай Пандит повторял имена Кришны. Но преданные, когда они это увидели, они подумали так: вы слышали хорошую новость? Что такое? Нимай Пандит стал преданным. Нет. Да. На самом деле? Да, теперь он преданный. Он всегда. Он полон гопи-бхавы. У него полный спектр почитания. Он безумно принял имя Кришны. Он проявляет экстатические симптомы. Они устраивают киртаны на всю ночь. Эти студенты не могут понять его гопи-бхаву. Этот маан, этот любящий гнев, который передает глубину Кришна-премы, это может быть выражено только на самом глубоком плане. Но преданные могут это распознать. И что он делает? Очень смиренным образом он приближается к ним и говорит: по вашей милости, они так счастливы видеть теперь его преданным Кришне. И он им говорит: по вашей милости я обрел преданность, по милости всех вас преданных. Я беру пыль с ваших стоп, помещаю на мою голову за то, что вы дали мне этот великий дар. Итак, он приписывает эту заслугу им, и это должно быть именно так. Его приписывание этой новообретенной преданности Кришне как милости всех вайшнавов. Это совершенно. Это так, как оно и должно быть. Но мы также видим его игры, предшествующие принятию санньясы. Иногда на мгновение, почти как временное помешательство, сиюминутные проявления божественности, например, Вараха-аватара, его Махапракаш, когда он сидел на троне в течение 21, 22, 23 часов, давая щедро, раздавая Кришна према. Это Калавечи. Шидхара приходит. Это тот, кого он ограбил. Игра Махапрабху была в том, чтобы просто обмануть его. Этот человек едва зарабатывает на жизнь продажей пальмовых листьев, чашек из пальмовых листьев, тарелок из пальмовых листьев. И Нимай Пандит всегда приходит покупать. И помните, что половину того, что он получил, он тратит на Ганга-пуджу. А другую половину он как-то выживает. У него есть металлический горшок для воды. Этот горшок был выправлен раз 20. Это старый, избитый, ржавый, ужасный горшок. У него нет ничего. И Махапрабху всегда приходит к нему и начинает: мне понравились твои чашки из листьев и твои тарелки из листьев. Сколько они стоят? Он отвечает: столько и столько. Нимай Пандит просит: ты бы мог дать мне какую-нибудь скидку? Он отвечает: нет, я имею в виду, что это нижняя цена. И если другие люди продают ее дешевле, то покупайте у них теперь. Нимай Пандит говорит: сейчас я хочу купить у тебя. Скинь цену наполовину. Нет, это абсурд. Половина. Скинь наполовину, и мы договорились. И он очарован. Красота Нимай Пандита, его сладостным подходом. Он говорит: хорошо, только для тебя. Тогда, когда он показывает Махапракаш, Калавечи Шидхар приходит, и Махапрабху говорит, что я дам тебе все, что бы ты ни захотел. И в таком случае вы бы сказали, что я хочу Кришна прему, или я хочу вечную преданность, или я хочу, как вы знаете, разные люди просят разные вещи. Калавечи Шидхар говорит, что мое желание таково.
тот брахман, который приходит и обманывает меня день за днем, чтобы он делал это жизнь за жизнью, вечно. Это то, о чем я прошу. Вот как мы можем понять, кто преданный и каковы их качества. Вот то, что он попросил. Когда Нимай Пандит видит это, то, что преданные, они поняли его игры, они зашли с ним принимать участие в этих играх, чтобы помочь расширить и распространить это для других. Но те, кому он должен это все дать, они не понимают. И до какой степени? Настолько, что они оскорбляют его. Что будет результатом оскорбления Всевышнего? И теперь он получает оппозицию. Он не сходит по двум причинам. Первое, чтобы переживать Бхакта-бхаву, кульминацию, которую это Радха-бхава, но с другой стороны, Бахиранга Сангиш Харинама Санкиртана Антаранга Лавьякори Раса Свадана. Освободить всех вместе с Нама Санкиртаной, и это не получается. И на самом деле они его оскорбляют. Они думают, он высокомерный человек, который думает, что он лучше, чем они, и что он потерял рассудок. Иногда мы знаем, что он смеется безумно. Иногда он смеется 3 часа, 6 часов, без остановки. Что вы думаете? Мать Шачи, вы знаете, как она заботится о своем сыне? И она думает, что это ей придется использовать. Брахма Расаяна является одним из наиболее сильных мозговых тоников. Аюрведический мозговой тоник, который охлаждает ваш мозг и может вернуть вас в здравое состояние ума. Она пробует использовать целую бутылку, когда она думает, что она не работает, так как он все еще безумно и дико смеется. Она помещает его в ванну по шею в такую же жидкость. Он поплескался, безумно хохоча. Приходит Шривас Тхакур из Панчататвы, и она начинает: «Наш Нимай потерял рассудок». И он что-то говорит ей: «Я хочу каплю этой божественной субстанции». И тогда Нимай Пандит перестает смеяться, он говорит Шривасе: «Если бы ты подумал, что я сумасшедший, то я бы просто оставил этот мир. Но то, что ты понимаешь, дает мне какую-то надежду». Итак, преданные знают. Но не преданные, те, кому он пришел, чтобы дать освобождение, они не знают. И есть такое высказывание Гуру Махараджа: пациент оскорбляет доктора. Врачи пытаются дать лекарства, и пациент отказывается. И тем самым оскорбляет доктора, который пришел, чтобы спасти их. Итак, он разработал стратегию для этой миссии. Если я возьму саньясу, обычай таков, что каждый должен оказать мне почтение. И мы знаем, как Гуру Махарадж, это означает, что вы будете накапливать сукрити. И с накоплением сукрити приобрести возможность для того, чтобы оценить по достоинству эти вещи. Это важно понимать. Накопление сукрити – это в результате приведет к приобретению возможности оценить по достоинству эти вещи. Вот как вы можете оценить по достоинству сознание Кришны, потому что оно за пределами всего рационального. Поэтому он внутренне принимает это решение. Помните, что его жене 14.
Vishnu Priya Devi is 14 years old. Вишну Прия Деви, ей 14 лет. And his eldest И его brother, старший брат Vishvarupa, Вишварупа, he он already уже took принял sannyas. саньясу. And И father отец has left the покинул мир. world. So Mother Sachi, Его мать she's under Шачи, the care of она him. находится под его So he's taking опекой. care of his wife and his mother. Он заботится о своей жене и его So матери. to take sannyas means he'll have to leave Итак, them. принять саньясу означает, что ему придется их оставить. And I mean, this would be heartbreaking И я имею в виду, это будет in a normal душераздирающим и в нормальных обстоятельствах. Но что мы не можем понять, какой тип любви у матери Шачи по отношению к Нимаю. Так, если вы можете понять, мы думаем, что мы любим людей в этом мире. Вы знаете, наши партнеры, или дети, или родители, или что бы это ни было. Если мы усиливаем это, умножьте это, добавляем бесконечно то, вот как может быть сильна материнская любовь Шачи Маты к Нимаю. Или Яшода к Кришне. Как Гуру Махарадж сказал, «О атах Шри Кришна намади напавет гархьям мандрияих, севан мукхи жихвадау своям эва спуратья дахам бхактир самрита синху». Тому, чьи чувства осквернены материей, не удастся постичь трансцендентное имя, облик, качество и игры Шри Кришны. Они откроются человеку лишь тогда, когда он одухотворит свои чувства, преданно служа Господу. Поток преданности, напряжение потока преданности имени Кришны, Яшоды, когда она зовет Кришну по имени. Напряжение потока преданности, любящего потока преданности имени Кришны, когда его зовет Шримати Радхарани, когда она призывает имя Кришны, каков эффект от этого? Они неразлучны. Насколько это душераздирающее для преданных, что они преданные не представляют, что это сделает с Шачи Матой и Вишну Прией. Это их убьет. Адвайта Ачарья угрожал самоубийством. Но Нимай Пандит думает, если я попытаюсь это сделать в этот день, то преданные остановят меня. Так что я в этот день сохраню самообладание и сделаю это на исходе ночи. Перед этим Нимай Пандит, он встречается с Нитьянандой Прабху и говорит ему: «Только ты знаешь, что я собираюсь сделать». Нитьянанда знает об этой его игре, что он собирается это делать. И вот почему. Но нам трудно это понять, потому что, с одной стороны, мы знаем, это лила, что это игра. Но по милости Госвами нам были даны некоторые откровения об этом. Итак, мы знаем, что одна из функций йога-майи — создание духовной иллюзии, с помощью которой все это воспринимается и становится реальностью. И это позволяет им испытывать величайшие глубины эмоциональности. Потому что мы будем думать, что они должны знать. Я имею в виду, что они знают. Будет счастливый конец. Посмотрите на наш собственный опыт. Метод Станиславского, который используют актеры, они идут так глубоко в характер персонажа. Они теряются в этом персонаже. Это метод Станиславского. Ты можешь быть настолько погружен в характер, что ты сам становишься тем персонажем. Ты начинаешь верить, что во все то, что будет происходить. Если это возможно достичь актером-материалистом, то что говорить о вечно освобожденных спутниках Господа, которые находятся под влиянием йога-майи? Итак, это уровень интенсивности, любви и привязанности за пределами того, что мы можем понять. Это не какие-то простые вещи. Итак, когда это разбивает сердце Нитьянанды, но когда преданные думают о том, что эта новость сделает Шачи Матой и Вишну Прией, это они не могут переварить это.
ведь это просто их убьет. И что мы видим? Что наступает та ночь, которая была 2 ночи назад. Devotees, they all come and like in the evening visit Нимай Пандита. He garlands them. He knows he's going Nityananda. И преданные, они все приходят. И, как принято вечером, навещают Нимая Пандита, вручают ему гирлянду. Кое-кто знает о его намерении. Это Нитянанда, Гададхар, может быть, еще один или 2 преданных. Но те преданные не знают. Но это собрание просто так случилось. Возможно, через внутреннее вдохновение. Коловечий Шридхар, он приходит. Махапрабху выпил из кувшина коловечий Шридхара после первой Нама-санкиртаны, когда он был совершенно измученный и жаждущий. И этот сломанный, лопнувший, залатанный, ржавый кувшин воды, вот как он пил его воду. И они старались держаться от него подальше. И он пил воду, как будто это была самая возвышенная нектарная субстанция, потому что это была вода от коловечей Шридхара. И так он пришел и принес эту лау. Вы знаете, это так, тыква. Нимай Пандит сказал: как я могу не почтить это до того, как я уйду отсюда? Кто-то другой пришел и принес немного молока. А затем он сказал Шачи Мати, чтобы она сделала что-то из тыквы и молока. И это последнее, что он принял, прежде чем принять саньясу. А затем, той ночью, когда наступило время йога-нидры, и мать Шачи, зная, что он уходит от нее, встала в дверной проем, находясь в полном отчаянии. А потом около 3 часов ночи он проснулся, и когда он ее увидел, он ей поклонился и сказал: это тело принадлежит тебе. И я во власти твоего разбитого сердца. Ты вечно моя мать. И в Рама-лиле ты моя мать. В каждом лиле ты всегда была моя мать. И в Кришна-лиле ты была Яшода. И во всех остальных моих аватарах. Ты всегда моя мать. Вечно и навсегда. Но все-таки это невыносимое горе для нее. И он ее покидает. И, как вы знаете, он плывет через Гангу и отправляется в Катву, в ашрам Кешава Бхарати Махараджа. И обращается к нему с просьбой дать ему саньясу. И он говорит, что ты можешь дать мне Кришна Бхакти. Вот зачем я пришел. И я хочу преданность Кришне. Вы можете дать это. Кешава Бхарати думал, что это за абсурд. И он колеблется. В Бхагаватам, что касается Вишну-прии, там говорится: Тяктва судуштада сурепшата раджа лакшмин, дармиста арджа бачасад ядагара раньям, майам рагам, двайта ипситам анбадава, бандэ махапурушате чаранарвиндам. Этот стих интересный, что в Бхагаватам, потому что это одинаково применимо к Рамачандре и к Махапрабху. Что касается Рамачандры, там говорится, что он отказался от императорского трона, и вместе с Ситой и Лакшманом они были сосланы в лес. И Шлока Маям Ригам, демон Майя, принял форму оленя и обманул. Таким образом, Вишванат Чакраварти Такур, применяя это к Махапрабху, говорит: Шлока Чаква Шудушра Чарепчита. Раджа Лакшми означает Вишну-прия. И он говорит, что он отказался от императорского трона любви в ее сердце. Вот о каком императорском троне идет речь.
любовь в сердце Вишну-прии, которая непостижима для нас. Вот от чего он отказался, почему шлока «Маям ригам давитта гипсо», чтобы преследовать те души, которые бегали за Майей. Мы бегаем, и мы были обмануты Майей. Мы бежим за Майей, но он гонится за нами, чтобы нас спасти. И чтобы сделать это, он должен был покинуть императорский трон, воплощенный в сердце Вишну-прии. Так что он там, в Катве, и информация об этом распространилась за какое-то время. И люди начали плакать, кто оскорбил его, и сейчас мы выгнали его из Нади, из Навадвипы. Guru Maharaj would sing that. Nadia da kore gora jaire. They're saying, oh, the light of Navadvip, Nadia is gone. What have we done? Они говорили, свет Навадвипы, Надя ушел. Что нам делать теперь? Они горевали, видят, трансформация происходит. И когда он приходит к Кешава-бхарати, он появляется, как будто солнце входит в его ашрам. Сияние меру. Было так велико. Затем он видит это прекрасного 24-летнего молодого человека. И он хочет взять саньясу, и он думает, это нехорошо, это неправильно. Обычно в ведах это дхарма, артха, кама, мокша. Вы знаете, на более позднем этапе, когда жизненный цикл его грехастха-ашрама заканчивается, это примерно 50 лет. А тут на 24-м году жизни такой красивый, необычайно, невероятно красивый молодой человек. И тогда люди угрожают: «Бхарати, если ты дашь ему саньясу, мы уничтожим твой ашрам. Подумай о том, что ты делаешь». Некоторые дамы начинают: «Кто изобрел эту саньясу? Откуда это пошло? Кто придумал эту идею? Что он должен оставить свою мать? На самом деле это безумие. Кто это начал? Такие вещи высказывает толпа». И Кешава-бхарати думал, как выйти из этой ситуации. И он придумал, что Нимай Пандит должен пойти домой и получить разрешение матери. Я имею в виду, что это Индия, в конце концов. И тогда Нимай Пандит начинает бежать, а Кешава-бхарати думает, что он такой очаровательный, он такой красивый, конечно, он сможет. Скажите ему, чтобы он вернулся. Конечно, он получит разрешение. Кто может ему отказать в чем-либо? И они возвращают его обратно. Затем наступает время для парикмахера. И это та часть, когда преданный, он так красив с его волосами. Его волосы длинные, с благовонным маслом, выглядит очень мило. И эти люди не могут терпеть его. Лицо, как красивая луна. Его лотосоподобные глаза, завитки волос. Они просто не могут. И парикмахер его колотит. Никто не хочет, чтобы это произошло. Они пытаются задержать это. Найти оправдание, чтобы отложить это. Нитьянанда не может терпеть этого. Никто не хочет этого. И тогда все устроено. И парикмахер будет брить волосы. И Гуру Махарадж записал Премадхама Дева Стотрам. Лакша лочана шурвадша харша кейша картанам Котикантха Кришна киртанат ядандат харанам Нясевеша сарвадеша хуташакатарам Премадхама Девамева Наоми Гора Сундарам. В то время, когда из 1000 глаз потоками текли слезы, он ликовал от того, что срезали его прекрасные волосы. 1000 голосов прославляли Господа Кришну, и Шри Кришна Чайтанья принял посох отречения. С тех пор, куда бы он ни шел, все, кто увидел его в одежде саньяси, рыдали от горя. Я склоняюсь в почтении перед прекрасным золотым Господом
Гауранга Сундаром, божественным воплощением Кришна Премы. Слезы из глаз миллионов, там плачут и плачут. Они видят падение его волос, с его красивого, как луна, лица, Нимай Пандит. И тот парикмахер, он поклялся, он сказал, что я больше никого и никогда не буду брить. Как я могу? И Гуру Махарадж сказал, что он позже стал кондитером. И он сказал, что его сладости имели вкус необычайной сладости, так как он своими руками прикасался к олицетворенной сладости. Это как камень Чинтамани, прикосновение к олицетворенной сладости. Сладости, которые он делал, обладали исключительными качествами и характеристиками. Чандрашекхара Ачарья был назначен как его заместитель, чтобы выполнять ритуалы санньясы. Чандрашекхар делал все как уполномоченный представитель. Когда они неоднократно пытались провести церемонию, Нимай Пандит вставал и начинал безумно призывать Кришна-нам. Тогда Чандрашекхар начинал останавливать этот киртан, пытался успокоить всех и продолжить церемонию. И это начинается снова и снова. А затем приходит время для мантры. Перед тем, как Кешава Бхарати собирался ему сказать санньяса-мантру, Нимай Пандит сказал: «Садху пришел ко мне во сне и прошептал мне эту мою мантру». Это та самая мантра. И как мы знаем, как правило, принято давать мантру «Таттвамаси». Это Майявади, которые они говорят, что ты и есть тот самый Брахман, та высшая субстанция. Вот как они ее понимают. Но когда Нимай Пандит говорит ее Кешава Бхарати, по сути, он инициирует его, давая ее реальный и актуальный смысл. Я его, то есть я принадлежу ему. Он отличен от меня. Это гопи бхава. Или мы возьмем это в наивысшей степени. Ты мой. Это тип гопи бхавы Шримати Радхарани, ее спутниц. Итак, Кешава Бхарати говорит, сейчас он инициирован Нимай Пандитом. Да, это та самая мантра. Он слышит вибрацию этой мантры, и он думает, какое имя ему дать? И есть система присвоения имен. Существует 108 имен санньяс. И Шанкарачарья выбрал 10, которые используются при инициации. Мы обычно используем 108. И есть определенная система, какое имя будет дано, в каком сочетании. Но ничего из этого Кешава Бхарати не применяет Нимай Пандиту. Потому что мир забыл о сознании Кришны. И ты спустился, чтобы распространить сознание Кришны каждому. Это означает Кришна Чайтанья. Ты не зашел, ты Кришна Чайтанья, ты олицетворенное сознание Кришны. И раздаешь сознание Кришны каждому. Твое имя должно быть Шри Кришна Чайтанья. И все крикнули: «Джай! Шри Кришна Чайтанья! Ки джай!» И отец Шриниваса-ачарья был там в то время. И когда он услышал это Чайтанья, он стал наполовину безумным и бродил и повторял: «Чайтанья! Чайтанья! Чайтанья!» Когда он пришел в свою деревню, и все попросили рассказать, что случилось в Катхе. Все, что он отвечал, было «Чайтанья! Чайтанья! Чайтанья!» Это все, что он мог сказать. As if it goes without saying, he became known, whatever his former name was, he became known as Chaitanya Das.
Как бы его ни звали в прошлом с тех пор, он стал известен как Чайтанья Дас. Когда Нимай Пандит начинает подпрыгивать, Kahan Krishna Prananath Murali Badan Kahan Karun Kahan Pan Brajendranandan. Search for Sri Krishna. Поиск Шри Кришны, прекрасной реальности. Immediately, Немедленно он отправляется на поиск. he's searching for how etang samastaya paratmanishtam upasitam puravatamar maharshibi ahang tarishami durantaparam tamo mukundangrini sheva. Шримад Бхагаватам. Я переправляюсь через необъятный океан неведения, сконцентрировавшись на высшей душе. Этому свидетельствует предыдущие ачарьи, которые утвердились в непоколебимой преданности Господу, Параматме, Верховной Личности Бога. Это был Кришна. Это то, что он сказал. Я имею в виду историю Аванти Брахмана. Этот стих упоминается во время санньясы. Я пересеку океан невежества. Каким путем? Следуя путем тех санньяси, которые были до меня. И что они делали? Mukunda Seva, Krishna serving the Мукунда lotus feet. Сева, Кришна Сева. Служением лотосным стопам. In that way, it is achieved through seva, not through Вот как таким путем возможно это достигается через служение. Не через так называемый отказ от чего-то. Вайраги, что это? Анасактася вишчаян, ядхардхам упаяджатахам, нирбанда Кришна самбандхи юктам варагьям учете. Отречение, в котором нет привязанности к объектам чувств, но в котором все видится во взаимосвязи с Кришной и все задействовано в служении Ему, называется юкта вайраги или практичным отречением. Бхакти Расамрита Синху. Это стихи Рупы Госвами. Through service, through seva, Tamo Mukundangri Nishevayeva. With that verse, and he's going, and with Nityananda Prabhu, и он отправляется в путь others, с Нитянандой Прабху и другими. He's и он сразу же направляется в Вриндаван. Это его цель. Поиск Шри Кришны. Отправляется в Вриндаван. Как мы только что говорили. Вероятно, как этот стих, как все это, но особенно последний стих его. Hey Radhe Brajadevi Ke Chalalite. Hey Nanda Shuno Kutaha. Где ты, Радхарани? Где это Кришна? На Вамшивате, на Гавардхане. Где сын Нанды Махарадж? Он на берегу Калинди, на берегу Ямуны. Где Браджаваси? Где он находится? Поиск Шри Кришны. И в поиске появляется ценность. Он никогда не думал так. О, сейчас я Бог. Теперь мы приняли бесконечное. Возможно, когда-то на мгновение, иногда возвышенный преданный. Вы знаете, Адвайтачарья через несколько дней увидел это. Когда он принимал его в Шантипуре, он смог сказать: «Теперь у меня ты есть. Ты пытался обмануть меня и спрятаться. И теперь ты у меня». Но вообще всегда это поиск Шри Кришны. Кришна Анусандан. Когда мы опубликовали поиск Шри Кришны, Шрила Гуру Махараджа, мы так часто ссылаемся на эту шлоку. Настало время вопрошать. Теперь, когда вы получили человеческое тело, пришло время вопрошать об абсолютной истине. Это веданта. Сейчас пришло время вопрошать о Брахме. И что Гуру Махарадж сказал? Брахма Джигьяса. Это сухая вещь. Это означает, это общий духовный вопрос. Какое сейчас время пришло? Кришна Анусандана. Раса Джигьяса. Время вопрошать об этом, о внутренней потребности сердца, персонифицированном как Кришна. Табихаси Танри Прабху Декарила Сварупа
Расараджа Махапрабху. Дуека Рупа. Господь Шри Кришна – источник наслаждения, а Шримати Радхарани – олицетворение эстетической любви к Богу. И эти два облика слились воедино в Шри Чайтанья Махапрабху. А поскольку это так, Господь Шри Чайтанья Махапрабху явил Рамананда Раю свой истинный образ. Радхарани и Кришна, Расарадж Кришна, Махапрабху Радхарани, объединенные как один. Кандарпакоти камания вишеша шобам. Венум кванантам аравинда, талая такшам пархаватам псам, аситам Будда сундарангам, кандарпакоти камания вишеша, шобхам говиндам адипурушам тамахам баджами из Брахма Самхиты. Я поклоняюсь Говинде, несравненному игроку на флейте, чьи цветущие глаза подобны лепесткам лотоса. Голова украшена павлиним пером, тело имеет оттенок синеватых туч, а необыкновенная красота очаровывает миллионы купидонов. 10 миллионов купидонов персонифицированы как один, указывает направление соблазнительного обаяния, красоты и сладости Кришны. И они говорят, что он — это прекрасная реальность, экстаз. Что может быть прекраснее, чем это? Here's Krishna. Radharani, the inconceivable beauty of Если вы Radharani взяли is such that невообразимую красоту Krishna is Радхарани irresistibly drawn in настолько, что attraction Кришна to her. испытывает к ней невообразимое влечение. What would happen if you combine them as one? Что произойдет, если вы объедините в одно целое? Тогда это что-то невоозразимое, немыслимое, это непостижимая красота. So Гуру Махарадж говорит, Брахма говорил, 10 million cupids 10 personified миллионов hint купидонов at the указывают beauty на of красоту Krishna. Кришны. What does Guru Maharaj say? Гуру Махарадж говорил, Rupa Goswami as well. что Рупа Госвами также говорит, What is it? Raso dama kamar buddha madur damojvala tunur jati nam atanksas karani koti vidyoti basana hiranyanam lakshmi bhavan abhivavan angikar rucha satchetanna kame punar apidashor yasyati badam. What is the beauty of the sweetness of the form of красота сладости формы 10 million Махапрабху. cupids in 10 full-blown миллионов cupidity. купидонов в полном расцвете сил. That sort of sweet, dazzling, like Такой тип сладости и ослепительности. beautiful, Это molten как красивое gold, расплавленное золото, Gauranga. Гауранга. But what does Guru Но Maharaj что say? Гуру Махарадж говорит? Koti kami murchi tangri rupa rasa rangaram. Prema dama deva meva nomi gaura sundaram. Svarna koti darpa narva deha varna gauravam. Чарующее сияние божественного тела Шри Гаурасунга подобно блеску миллионов ослепительных золотых зеркал. Само благоухание цветов лотоса и париджата возносит смиренные молитвы аромату, исходящим от прекрасного тела Шри Чайтаньи Махапрабху. Миллионы и миллионы купидонов теряют сознание у стоп грациозной фигуры Шри Чайтанья Дева. Они потрясены тем, что вселенская слава их блистательной красоты померкла. Шри Гаурасундар совершает свой радостный танец, и его божественное тело грациозно двигается, плавно, подобно течению воды. Руки и ноги Господа движутся в ритм различным чарующим оттенкам чувств, преданности, бхавы, завладевшей им. Я склоняюсь в почтении перед прекрасным золотым Господом Гаурасундаром, божественным воплощением Кришна Премы. 10 миллионов бриллиантового, зеркального, блистающего золота. Иногда мы это переживаем. Когда у нас волосы встают дыбом. Это как цветок кадамба в хорошем смысле. А в другие времена это как шипы, когда экстаз идет в другом направлении. Так что волосы, которые становятся как шипы, в другом направлении, как цветы кадамба с шафрановой пыльцой. Вы знаете, она разлетается повсюду. Но он говорит, Koti kami murchi tangri rupa rasa rangaram means 10 million cupids will faint to see the beauty.
когда видят красоту Гауранги Махапрабху. Это другой способ сказать это. 10 миллионов купидонов падают в обморок. Вот насколько это красиво. И этот Махапрабху, он ищет Кришну. Бежит безумно. И Гуру Махарадж говорил Махапрабху в детском состоянии, божественного экстаза. И преданные следуют за ним. Но он не идет в правильном направлении. Вместо того, чтобы направляться на запад, он направляется на восток. Он идет на север, он идет куда угодно, и как будто любовь преданных Навадвипы сильно тянет его. Так что он не может избежать этого. Так он ходит кругами. Притяжение их сердец так велика, что он не может преодолеть ее. Так что он ходит кругами. Пока наконец он в состоянии божественного безумия, и Нитянанда находит его. Иногда они отделены от него, они могут только слушать его жалобное причитание. Он плачет о своем любимом Кришне. И так Нитянанда говорит каким-то пастушкам, если придет этот санньяси, и он спросит вас, где Ямуна, то укажите ему в этом направлении. И в какой-то момент Махапрабху, он поет, танцует, и он становится немного разочарован. Я не слышу здесь никакого Кришна-нама в этой части мира, в этой части страны. В чем дело? Тогда он видит мальчиков-пастушков, и они начинают повторять «Харибол, Харибол», Махапрабху говорит. О, это Вриндаван. Потому что они одеты, как мальчики-пастушки. И они говорят «Харибол», он делает такой вывод, он спрашивает, где находится Ямуна, и они указывают в том направлении. И он купается в Ямуне, который является западным берегом Ганги. И он такой счастливый. Он восхваляет Ямуну. Река Премы. И тогда он видит, что здесь Нитянанда и Адвайта Ачарья ждут его на берегу с чистой одеждой, так как его одежда мокрая, и они ждут его там с чистой санньясской одеждой. И Махапрабху спрашивает Адвайта, как вы узнали, что я в Вриндаване? И Адвайта смеется. Ты шутишь? Где бы ты ни находился, это Вриндаван. Куда бы ты ни пошел, это будет Вриндаван. Ты та личность, где бы ты ни находился, это будет Вриндаван. Как я узнал, что ты во Вриндаване? Что это за вопрос такой? И тогда он выходит из своего транса, и он понимает, о, я был обманут Нитянандой. Я опасаюсь трюков Нитянанды. И Адвайта Ачарья говорит ему, получается, что Нитянанда на самом деле не лгал, потому что это Ганга. И западная ее сторона считается Ямуной. То есть технически это не ложь. Так или иначе, приглашаю тебя ко мне домой в Шантипур. И именно тогда преданные испытали некоторое облегчение, и они посылают Нитянанду к матери Шачи, которая не ела и не двигалась в течение нескольких дней. Она говорила своим преданным, вы настоящие наследники Махапрабху, поэтому забирайте все. И это разбивало им сердце, видеть ее в таком положении. И Вишну Прию. И потом к ним приходит Нитянанда и рассказывает матери Шачи, что они все собираются встретиться в Шантипуре, в доме Адвайта Ачарьи. И твой любимый Нимай, то сейчас Шри Кришна Чайтанья Махапрабху будет там. Вы сможете увидеться с ним и готовить для него. И тогда мать Шачи готовит для Нитянанды и всех преданных. Она делает большой фестиваль для Нитянанды и всех преданных. А затем она принимает немного прасада. И теперь они все счастливы снова. И они отправляются в Шантипур. Итак, Bhaktivinoda Thakur говорит, and we hear when he does go there, что когда он идет там, as when he goes to other places,
Точно так же, когда он едет в другие места, распространяется весть о том, что Махапрабху появился, и сотни тысяч, если не миллионы, бегут в этом направлении. Нам говорят, что боги и богини с высших планет, они спускаются в этот мир и смешиваются с людьми, приобретая человеческие формы, потому что они также хотят его видеть. И так они становятся как миллионы и идут. Возникает вопрос, откуда взялись все эти люди? Некоторые из них произошли с высших планетных систем. И так они безумно идут к реке. Там находится переправщик с лодкой. Они садятся в лодку, и эта лодка тонет, лодка тонет. По милости Махапрабху они оказались на отмеле. В других случаях они используют свои кувшины, перевернув их вверх дном, они пересекают. Таким образом, и так много людей пересекают реку, что кажется, это как библейский переход, никто не может утонуть. Просто так много людей идут, никто не может утонуть, и они просто продолжают идти. И воды расступаются, и когда они видят его, они лезут на деревья. И почему-то ветки на деревьях могут выдержать так много человеческих тел мистическим образом. И каждый просто хочет иметь представление о красоте Махапрабху. Они попросят его выйти, как в случае с Видья Вачаспати. Он выходит на крышу, машет руками, и все начинают скандировать «Харибол! Харибол! Харибол! Харибол!» Они начинают киртан. И каждый счастливо поет. Пьет своими глазами красоту Махапрабху. Но в это время Бхактивинод Такур в его песне он помещает самого себя как одного из жителей Видьянагара, которые видели Махапрабху на крыше. И он говорит, как один из людей из Шриваса Ангама, он говорит, когда Нимай Пандит отбросит одежды отречения и снова присоединится к нам, и снова даст нам возможность наслаждаться счастливым киртаном Шривасангами. Когда придет тот день, и Гуру Махарадж указывает на эту параллель, Радхарани и Браджагопи говорили, когда же Кришна откажется от этих королевских одеяний, от облачения Махараджа, как в Двараке, где он Махарадж, когда он откажется от одеяния Махараджа, и придет и будет наслаждаться с нами, нашей раса-лилы, когда он вернется в Вриндаван на береге реки Ямуны. И Гуру Махарадж говорит, что это похожее чувство. Бхактивинода говорит, когда он откажется от этого платья Махараджа. И снова придет и будет радовать нас Шривасангами. Иногда Гуру Махарадж говорил, Чайтанья Чадрамрита. Насколько мы посвящаем себя лотосоподобным стопам Шри Гауранги, настолько же мы естественным образом обретаем упоительное, как нектар, служение Шримати Радхики во Вриндаване. Прабодхананда, обратите все свое внимание на лотосные стопы Гауранги Махапрабху. Те, кто является Сукритиваном, в Шримад Бхагаватам говорится, Кришнаварнам Твиша Кришнам Сангапагастра Паршадам Ягьяик Санкиртана Прияйра Джантихи Сумитхассахам. Век Кали. Разумные люди, собираясь вместе, славят Господа и поклоняются Его воплощению, непрестанно поющему имя Кришны. Хотя цвет его тела не темный, это сам Кришна. С ним всегда его личные спутники, слуги, оружие, приближенные. Те, кто обладает богосознающим разумом, благодаря тому, что они сфокусируют все свое внимание исключительно на лотосных стопах Махапрабху и Гаура-лиле, они войдут в Кришна-лилу. Ятха ятха гурападаравинди, виндита бхактим крита пунья раших, татха татхо царпати хридья касмат, раттхабадам банджасан бант, судхамбу раших. Чайтанья Чадрамрита, 88. Насколько мы посвящаем себя лотосоподобным стопам Шри Гауранги, настолько же мы естественным образом обретаем упоительное, как нектар, служение Шримати Радхики в Вриндаване.
на что подсознательно, автоматически, глубоко в своем сердце Шрила Прабхатхананда Сарасвати написал книгу Шрирадхараса Судханитхи, океан нектара Радхараса. Другими словами, будут потоки. Они появятся на почве Вриндавана и будут задействованы в служении Шримати Радхарани. Так, почему я сказал это? Гуру Махарадж сказал, так как Гаура Лила — это вход в Кришна Лилу, то каждый атом Навадвипы способен дать Вриндаван в его полноте. Он говорит также, Нама Санкиртана Махапрабху — это Гаура Лила, это великодушное распространение Кришна Лилы. Навадвипа — это распространение Вриндавана. А Нама Санкиртана — это раса Лила в настроении раздачи всем. Насколько это немыслимо. Песня Васудева Гхоша. Если бы Гауранга Махапрабху не пришел в этот мир, как могли бы мы узнать, кто суть Шри Радха Кришна и их према, божественная любовь и красота? Мы никогда бы не узнали об этом. Почему Кришна пришел? Бахиранга Санги Кори Нама Санкиртана Антарангалояя Корирасана Свадана. Чайтанья Махапрабху участвовал в Нама Санкиртане с его Бахиранга Бхактами, внешними преданных, и с его Антарангами Бхактами, внутренними преданными. Вместе с его основными спутниками проводили Нама Санкиртану, распространяли Кришна прему, принесли возможность входа в... Но каков его внутренний интерес? Попробовать вкус расы. А раса — это кто? Вопрос не что такое раса, а кто есть раса. Раса Радж — это Кришна. Гуру Махарадж говорил, сладость пробует на вкус саму себя, потому что он видит, что все без ума от его сладости, и он видит эффекты, которые сладость — это сладость, вызывает у людей, и он думает, я хочу испытать то же самое. Итак, сладость пробует на вкус саму себя и становится безумершей. И как результат, это выражается в экстатическом танце и песнях. Причина — это следствие, а следствие — это причина. Вот всепобеждающее заключение. Высочайшая идея заключается в том, что изначальная реальность должна быть также высочайшей формой ананды, экстаза. Чайтанья Махапрабху — это Кришна, сам экстаз, наслаждающийся собственной сладостью и танцующий в упоенном восторге. Его собственное святое имя — это причина его упоения, выраженного в танце, и святое имя — это следствие его упоения, выраженного в воспевании. Причина и следствие одно. Источник создает энергию экстаза, которая заставляет его танцевать, а его воспевание распространяет этот экстаз другим. Я склоняюсь в почтении перед прекрасным Золотым Господом, Гуранга Сундаром, божественным воплощением Кришна Премы. Наивысшая концепция, наивысшая реальности — это его пение и танц. Почему? Панишады говорят, личность Бога всесовершенна, и так как Он абсолютен и совершенен, все, что исходит из Него, в частности этот проявленный мир, наделено всем необходимым, поскольку само является полным целым. Все, что исходит из полного целого, также обладает полнотой. И как полное целое, Он пребывает в совершенном равновесии, несмотря на то, что из него исходит такое множество законченных частей. Пурнам означает полный, как, например, полный стакан. Это также означает полный удовлетворенный, чрезвычайно удовлетворенный, тотально удовлетворенный. Это положение персонифицированного экстаза.
Но в данном случае верховный позитив занял положение верховного негатива, чтобы смаковать Кришну, наслаждаясь его собственным именем. Только с позиции преданного это можно. Из положения Кришны это невозможно. Но возможно в положении преданного. Только преданные, и мы вернулись к напряжению Кришна-нама, Радхарани с Радхапавой. Какой вкус этого Кришны? Он испытывает это, и это делает его таким счастливым и удовлетворенным. Экстаз в истинном смысле этого слова означает «за пределами тебя самого». И когда он за пределами самого себя, как результат этого выражается в экстатическом танце и пение Кришна-намы, что является движением намы санкиртаны. Так что мы в высшей степени удачливы. Махапрабху, В этот день Махапрабху, несмотря на личное разбитое сердце, и это что-то настоящее и истинное. Мать Шачи, Вишну-прия Деви, все преданные, это сделано, чтобы спасти все падшие души. Это значит, что он это подарок матери, Шачи, Вишну-прии, Адвайта Ачарья, Харидас Такур, все великие преданные. Поэтому, когда я однажды спросил у Гуру Махараджа, я сказал так, что когда мы рассматриваем все это, мы видим глубину погружения Радхапавы и его игр в Джаганнатха-пури, особенно в Гамбхире, с закрытыми дверями со Сварупом Дамадаром и Рамананда Раем. Так что у меня есть вопрос, потом как насчет Навадвипы, и что будет считаться наивысшее? Я никогда не забуду ответ Гуру Махараджа. Стойкие последователи Махапрабху предпочитают Навадвип. И тогда я смог понять, одна точка зрения, это когда мы можем сказать, глубины Радхабхавы можно окунуться с закрытыми дверями в Пури. Но это все не делает преданных счастливыми. Увидеть красивые локоны волос Нимая Пандита остриженными и падающим прочь от него, когда он принимает санньясу, результат этих экстатических симптомов, это причиняет некоторую боль их сердцам. Так что они хотят видеть эти счастливые игры в Навадвипе. Для них это старые добрые времена. Так Гуру Махарадж сказал, несгибаемые последователи Махапрабху предпочитают Навадвип. И тогда, по свидетельству Бхактивинода Такура, была дана эта песня, которая приобщает нас снова, чтобы все эти вещи были рассмотрены очень тщательно. Но суть вопроса — единение и разлука. И Гуру Махарадж говорит, необходимый индикатор — это разлука. Этот момент, у нас есть некоторые особенности этой необходимости. И это означает, что мы не имеем этого в этом смысле. И мы знаем, что голод рождает аппетит. Когда ты действительно голодный, когда ты действительно наслаждаешься едой, когда ты наслаждаешься каждым кусочком. И этот кусочек просто замечательный. Голод – самая лучшая специя. Это тот принцип. И, по счастью, милостиво – это то, что иногда реально для нас. По своей природе неофитов попробовать культивировать эти игры единения, и это нереалистично, и это неуместно. И это то, что может навредить, потому что мы не можем видеть за пределами наших органов, чувств и материальных ощущений. Этот момент мы бы допустим серьезную ошибку,
навязанную материальными чувствами, на основе объективного мира, на основе суперсубъективных ощущений апракрита лила Кришны. Это серьезная ошибка. Но мы видим самую высокую, величайшую глубину Кришны прямо нашим разумом с позиции разлуки. Чайтанья Чайтамрита. Со стороны казалось, что Господь испытывает невероятные муки, подобно человеку, который отравился сильным ядом, но в душе он чувствовал блаженство. Такова поразительная особенность любви к Кришне. И это предмет обсуждения Чайтанья Чайтамриты. Как сказал Гурудев, какую субстанцию Махапрабху пробует на вкус. Он пробует, что они чувствуют в разлуке. Это достигает более глубоких областей сердца. И, следовательно, это более глубокий тип любви, и более вкусный, это более глубокий тип наслаждения. И это является высшей, наивысшей милостью в том положении, которое реально для нас. Потому что мы отделены от Кришны. Так что это единственный законный тип культуры для нас. Но только так может случиться, что эти высочайшие вещи могут поддаться нам. Вот насколько мы удачливы. И Махапрабху пришел продемонстрировать это в его играх. Шри Кришна Чайтанья Махапрабху Санньяса-лила Смаранам ки джай. Hare Krishna. And that's why the devotees don't like to see that. So we worship Mahaprabhu. И вот почему преданные не любят видеть это. Мы поклоняемся Махапрабху не с бритой головой, Looking like Нимай Пандита. но выглядящему как Нимай Пандит. Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha. Hari Haraya Nama Krishna.